Друзья, привет! Приветствую вас на своем канале. Сегодня мы будем готовить цельнозерновой хлеб на закваске Lievito Madre или на любом другом виде закваски, который вы используете, за один день. И да, вы не ослышались, за один день. Как вы знаете, любой хлеб на закваске, для того, чтобы его приготовить, мы используем 2 дня. В первый день мы работаем с тестом, затем у нас идет длительная холодная ферментация в холодильнике, и уже на следующий день мы его выпекаем. В этот раз я вам покажу, как испечь потрясающий хлеб на закваске за один день. Ну что ж, пойдемте на кухню и давайте готовить вместе. Полный список ингредиентов вы найдете, как обычно, в описании под видео. В большой чаше смешайте 400 грамм пшеничной муки и 100 грамм цельнозерновой муки. По желанию вы можете добавить небольшое количество семя льна и тмина. Перемешайте все ингредиенты. Затем добавляем 400 мл воды комнатной температуры и перемешиваем ингредиенты. Обратите внимание, что в зависимости от того, какую вы используете цельнозерновую муку, этого количества воды может быть достаточно, либо недостаточно, но обычно его хватает для того, чтобы как раз завести нужной консистенции теста. Тесто не должно быть жидким, оно должно быть довольно плотной консистенции и липнуть к рукам. После того, как вы смешали полностью всю муку с водой, оставляем этот кусочек теста на аутолиз. Это процесс первичной ферментации. Накрываем крышкой и оставляем на час. Час прошел, теперь нам нужно добавить активную закваску на пике активности. То есть закваску, которую вы подкормили, она увеличилась в несколько раз, и только тогда мы ее используем для теста. Вот таким образом. И вот вам первый нюанс хлеба, который мы приготовим за один день на закваске. Закваски в этом рецепте мы будем добавлять больше, чем обычно. Берите 150 или 180 грамм на этот объем теста. С тестом всегда работаем влажными руками. Активно перемешайте закваску. Далее накрываем крышкой и оставляем на 30 минут. 30 минут прошло, теперь добавляем 10 грамм соли. Вновь влажными руками вбиваем соль в тесто. Максимально стараемся сделать так, чтобы соль растворилась в тесте и распределилась равномерно. И еще один важный нюанс. Для того, чтобы сделать хлеб за один день, температура в помещении, где вы растаиваете тесто, должна быть не меньше 28-30 градусов. Поэтому найдите в доме такое место, самое теплое, и растаивайте хлеб в течение всего периода именно в этом месте. После того, как соль растворилась, накрываем крышкой и оставляем на час. Час прошел, приступаем к этапу складывания. Это у нас будет первое складывание. Посмотрите внимательно, как я это делаю, потому что в последующем мы будем делать 4 складывания таким же образом через каждый час. Мы поднимаем один край теста, немного его вытягиваем и перекладываем на противоположный край. Напоминаю, что с тестом мы всегда работаем влажными руками. Мы сделали первое складывание, затем вновь накрываем крышкой и оставляем еще на час. Час прошел, делаем второе складывание. Вы сразу заметите, насколько тесто поменяет свою структуру. С каждым новым складыванием оно станет более эластичное и воздушное. После второго складывания также накрываем крышкой и оставляем на час. Час прошел, время третьего складывания. Посмотрите, как тесто изменилось по структуре. Делаем все те же абсолютно манипуляции с тестом. Затем накрываем крышкой и также оставляем на час.
Час прошел, и теперь приступим к финальному этапу, четвертому складыванию. Тесто очень воздушное, с ним очень приятно работать, и если мы его берем влажными руками, то оно практически перестает липнуть к рукам. Делаем четвертое складывание и оставляем тесто под закрытой крышкой на 30 минут. Далее нам потребуется глубокая чаша и пергаментная бумага. Подготовьте их заранее. В этой чаше будет финальная расстойка теста перед выпечкой. Итак, 30 минут прошло. Теперь приступим к формовке теста. Присыпаем рабочую поверхность пшеничной мукой. Аккуратно достаем тесто из миски. Обратите внимание, что таким образом, каким оно лежало в миске, именно так же я его и перекладываю на муку, швом сверху. Далее немного расправляем тесто для того, чтобы легче было его формовать. Посмотрите, как я буду формовать тесто. Это классический, самый простой вариант складывания в конвертиком. Работайте с цельнозерновым тестом очень аккуратно, потому что оно не такое эластичное, как тесто, просто которое из пшеничной муки. Сильно не натягивайте его, иначе оно может порваться либо в процессе формовки, либо в процессе выпечки. Постарайтесь изначально использовать не очень большое количество муки, иначе швы будут очень трудно заклеиваться. Как вы видите, у нас получился шар. Теперь присыпаем сверху его активно мукой. Затем переворачиваем швом вниз. И также обрабатываем тесто мукой со всех сторон, чтобы оно в последующем при расстойке не липло. Работайте с тестом очень аккуратно. Оставшуюся муку вы можете аккуратно собрать и использовать ее для посыпки пергаментной бумаги. Перекладываем тесто на пергаментную бумагу. Затем перекладываем в глубокую чашу для последующей расстойки. Я всегда разравниваю пергаментную бумагу по периметру, потому что если этого не сделать, то вот те неровности, которые у нас создает пергаментная бумага, в последующем отпечатаются внутри хлеба. Поэтому постарайтесь вот таким образом выгладить край пергаментной бумаги. Мы устраняем острые заломы бумаги для того, чтобы тесто сохраняло круглую форму. Теперь нам нужно будет упаковать тесто в пакет, обязательно без доступа воздуха, чтобы у нас не образовалась на поверхности корочка.
И оставляем тесто в таком виде при температуре 28-30 градусов на 2 часа до увеличения в объеме в 2 раза. Также нам понадобится жаропрочная кастрюля для выпечки хлеба. Подготовьте ее заранее. За полчаса до выпечки хлеба мы ее прогреваем в духовке на 250 градусов 25 минут. 2 часа прошло, посмотрите, насколько увеличилось в объеме тесто. Кастрюля также у меня уже готова, прогрета предварительно. И сейчас мы будем выпекать хлеб. Так как мы не использовали длительную холодную ферментацию, тесто у нас теплое и очень нежное, поэтому будьте внимательны, когда вы снимаете с него пакет, чтобы не повредить структуру, и когда перекладываете его в кастрюлю. Действуйте очень аккуратно и нежно, ни в коем случае не бросайте тесто в кастрюлю. Тесто у нас очень мягкое, поэтому сверху надрезы и узоры мы сделать также не сможем. Накрываем крышкой и отправляем выпекаться при температуре 250 градусов на 30 минут. Затем снимаем крышку с кастрюли и запекаем далее еще 15 минут при температуре 250 градусов. Затем вытаскиваем хлеб и запекаем еще 5 минут при той же температуре, уже вот таким образом на решетке. Хлеб готов, обязательно остужайте его до полного охлаждения на решетке. Я извиняюсь за темную картинку, но время уже было совсем вечер, поэтому довольно-таки темно. Вот так выглядит хлебушек на следующий день с утра. Теперь давайте его разрежем и посмотрим, какой внутри будет мякиш. Мякиш получается очень пористый, посмотрите. Хлеб очень вкусный и ничем не отличается от хлеба, который мы печем обычно за 2 дня. Поэтому я считаю, что это очень классный рецепт альтернативный для того, чтобы получить хлеб за 1 день на закваске. Приятного вам аппетита, друзья, и до новых встреч!